Добрый день. Приветствую вас, Антон. И я вас. Приветствую слушателей, зрителей. Хотел бы сказать, что мы сегодня проводим вебинар с мастером Тантра Джотиша Антоном Михайловичем Кузнецовым. И Антон любезно предоставляет возможность вживую задавать вопросы и показывать практичность знаний в разных его аспектах. За это я ему очень благодарен. И, как всегда, буду задавать много вопросов, которые связаны с темой Тантра Джотиша, с темой изучения, с темой углубленного понимания разных сфер Тантра Джотиша. И, Антон, хотел бы попросить вас начать, если возможно, конечно же, с медитации, с погружения, подключения, так скажем, к сутям, глубоким состояниям. Скажем, очень требуется, это очень важно, и всегда, когда вы проводите медитацию, очень глубоко и контекстно потом идет внутреннее состояние. Хорошо. Я как бы не планировал начать с медитации, но давайте. Тоже будет неплохо. И подберем тему или направление медитации, связанную с сегодняшней темой. Как найти себя в многообразии джотиша? В Тантра Джотише много подходов, методов. В Джотише их огромное количество. И что там самое главное? И где в этом я? Где я как человек, субъект, познающий, как дух. Вот это будет темой медитации, и она связана с темой нашего сегодняшнего вебинара. Я по традиции закрою глаза, но в принципе это делать не обязательно. И если мы просто закрываем глаза, то мы уже начинаем наблюдать или созерцать. И на латыни созерцание – это медитация. Таким образом, закрывая глаза, наблюдая за собой, за своими ощущениями, мы созерцаем или медитируем. И тут же у нас открывается два направления для наблюдения, два мира для созерцания. Мы можем направить внимание вовне, на внешний мир, проявленный, объективный, и можем направить внимание вовнутрь, на свои ощущения, на свое самочувствие, на свое настроение, а самое главное, на свои мысли и на свои желания. И мы видим две реальности – внешнюю и внутреннюю. Это два мира нашей действительности. Проявленная, то есть объектная, и внутренняя моя. Внутренняя значит проживаемая, ощущаемая. И во внешнем мире я взаимодействую с объектами. Я могу это делать на 12 уровнях или в 12 направлениях. И в Джотише это 12 пхав. 12 сфер, где я получаю опыт взаимодействия с внешним миром. 12 уровней жизни, где я получаю плоды и результаты. 12 областей жизни, когда я выхожу во внешний мир. Это пхавы или миры. Это мирское, внешнее, проявленное, объектное. А зачем мы это делаем? Чтобы получать ощущения, получать опыт, чувствовать и проживать. И что мы проживаем? Мысли, эмоции, желания и даже потребности и инстинкты. И это внутренний мир, реальность наших ощущений. Именно это и есть наша жизнь. Ради ощущений мы воздействуем на внешний мир. Ради опыта ощущений мы взаимодействуем и что-то принимаем, получаем. И есть 12 уровней ощущений.
это 12 раши, 12 мест жизни или 12 функциональных уровней жизни. А если это функции, то это одновременно способности. Поэтому раши — это и места жизни, и уровни внутренних ощущений, и 12 способностей каждого человека. И откуда я знаю, что у меня есть ощущения? Я их осознаю, я за ними наблюдаю, я их созерцаю. И где этот я, который познает, наблюдает, проживает жизнь? Еще глубже. И это уже высшая реальность. Там я осознаю и понимаю. Там я наблюдаю за своими ощущениями и за объектами. Это высший мир, реальность осознания и понимания. И там есть 9 состояний сознания. Или 9 меня как субъектов, 9 моих я. И это 9 грах Джотиш. И это целостность, реальность жизни. Или даже единство реальности, действительность. И опыт действительности моей жизни, познающего, ощущающего и взаимодействующего, Джотиши описываются грахами, раши и бхавами. И это парадигма Джотиша, то есть основа, базис, фундамент. И главное, что я субъект, я тот, кто получает опыт и его осознает. Я тот, кто принимает решения и развивается, эволюционирует. Я — это не мои желания, а я — это тот, у кого эти желания. Я — это не тело, а я — это тот, который применяет тело как инструмент, как ресурс, как источник знаний, а я этим пользуюсь. И я субъект. Это опыт осознания, это опыт 9 грах, это высшая глубокая реальность. Запомним эти ощущения как опыт действительности жизни и развлечения 3 реальностей. И будем его применять и в повседневной жизни, и чтобы правильно понимать бхавы, раши и грахи в Джотише. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Приветствуем всех участников вебинара. Сегодня тема нашего вебинара очень важная, основополагающая. Джотиш. Ощущением слово парадигма вызывает ощущение чего-то целостного, объединяющего, я бы даже сказала глобального. Да, это греческое слово, вот организм. И мы понимаем, что это структура, но которая работает как единое целое. Это не органы, это организм. Да, и вместе с тем возникает ощущение определенной структуры. То есть, что такой возникает образ, что парадигма — это какие-то столбы или сваи, на которых держится какое-то миропонимание о мироустройстве. И что парадигма должна быть в основе каждой науки, теории. И если мы хотим ее познать, мы должны узнать, что же лежит в ее основе, как фундамент. Да, в парадигме есть важный аспект, там есть приоритеты. Ну, это может быть очень психологическое понятие. Там есть уровни, там есть более важное и менее важное, там есть верхнее и нижнее. Вот. И когда, допустим, изучают стихи или махабхуты, говорят, они все имеют значение, все важны, и они все как бы перемешаны, и рисуют какие-то звездочки, пятиугольники, круги, расставляют их как цифры на циферблате. Вот. Но на самом деле тяжелое внизу, а легкое вверху. То, что внизу является опорой для того, что находится вверху, а то, что вверху, опирается на то, что внизу. И поэтому вот у меня ощущение внутреннее такое, что парадигма это структура как пирамида, когда верхняя опирается на нижнее и все закономерно.
Вот, поэтому это организм, но иерархичный, можно сказать, да? Структурированный по уровням. И там есть что-то верхнее и нижнее. Извините, а такой вопрос родился. Скажите, вот, когда вы проводили медитацию, часто обращаете внимание в центр, к сути, главному. Скажите, ну, я, возможно, не... А вот суть, центр, главное, это условно может быть тоже как бы парадигма. Ну, то есть это является ли это вот это вот самое центральное, главное, это является этой нитью, входит в это понятие? Но сейчас такие как бы есть системы, которые называются децентрализованные, самоорганизованные. Вот, ну да, децентрализованные. Допустим, вот бабушки на рынке, это пример моего учителя. Кто их организовывает? Ну никто. Но они как-то между собой самоорганизовываются и с собой не очень там ругаются, дерутся, хотя бывает. И покупатель доволен. Вот. То же самое рынок. Все выходят на рынок, и это как бы конкуренция или конъюнктура, если не в очень хорошем смысле. Вот. И поэтому бывают парадигмы децентрализованные, когда нет центра, когда есть множество. Вот. Даже сейчас это, кстати, вот пошло в военной, как его назовем, сфере, да, москитный флот, когда множество мелких судов, или вот эти беспилотные аппараты, они децентрализованы, каждый отвечает сам за себя, но их много, и они обладают огромной эффективностью. Поэтому есть парадигмы централизованные и децентрализованные, можно назвать иерархические и многоначальные. Вот. И то, что касается экономики, промышленности, политики, тем более соцсетей, облачных сервисов, там может быть парадигма децентрализованная. Вот. Но если хотим построить очень, как его назовем, конкретную структуру, живую или родовую, или природную, и в природе нет децентрализации. В природе даже вот там, ну, кто сильнее, тот и выжил, тот победил, а слабый он погибает, отмирает, и это жизнь. И слабый, погибая, не обижается на какую-то там нетолерантность, или как это сказать, ну на что-то, да, он слабее, он не выжил и погиб, ну все, надо быстрее бегать, вот. Поэтому чем дальше мы от родовых, духовных, природных структур и ближе к, как их назовем, ну, виртуальным, технократическим, политическим, экономическим, социальным, тем больше парадигм без иерархии и централизации. Вот. Но если мы хотим построить то, что мы хотим построить, мы сами подбираем себе парадигму. Благодарю вас. Теперь яснее немножко стало по значению. Тут есть вопрос. У меня такой вопрос. Какой? Когда существовала такая парадигма, когда люди воспринимали этот мир с позиции земного наблюдателя, они и сейчас так воспринимают в какой-то мере. Они считали, существовала парадигма, что центр Земли находится в центре мироздания. Думаю, что это как-то связано с вот тем вот центральным, о чем вы говорите, и что лежит в основе Джьотиша. То есть у людей было какое-то определенное ощущение, что все что они находятся в центре всего мироздания, что все вращается вокруг какой-то единой сути. И в какой-то мере, хоть это научно, объективно опровергается, но в этом есть какой-то более глубокий смысл. Могли бы вы... Да, вопрос очень важный, потому что, а где же этот центр, в какой центр смотреть? Вот давайте сначала на очевидном примере. Есть армия, да, там есть солдаты и руководители. И в принципе каждый солдат это субъект, у него есть свое сознание, он субъект, он осознает своя мудрость, свои принципы и ценности. Но при этом, оставаясь субъектом, он подчиняется вышестоящему руководителю. А тут еще кому-то. И поэтому солдату смотреть в какой центр? В свой дух и делать то, что ему дух говорит.
или выполнять команды вышестоящего руководителя. Выполнять команды вышестоящего. Да, вот. А тут еще что-то вышестоящее. Поэтому вот если мы говорим, что а где же центр мироздания? А какой фрактал мироздания? Вот. Если это Солнечная система, то центр где Солнце. Если это Земля, то центр Земли. Но у Солнца есть свой центр. Может быть центр галактики или какой-то мегагалактики. Я не знаю. Вот. И поэтому каждый раз, когда мы ищем этот центр, нам нужно понять, в какой системе координат мы находимся. Вот. И пока я никому не подчиняюсь, а может быть я навсегда эгоист, тогда у меня только один центр, это либо мой дух, либо мое эго, там как получится. Но можно организовываться, объединяться с другими людьми, строить иерархии, строить мощные структуры, вот, управлять теми, кто в твоей ответственности, и отчитываться перед вышестоящим. Вот, поэтому если мы наблюдаем за грахами, которые находятся в Раше и в Накшатрах, мы смотрим с Земли. Потому что это наша земная жизнь. Мы здесь засеиваем, мы здесь пожинаем плоды, и тут мы живем, и это центр земной жизни. Ну, не только там сельскохозяйственной, а мирской жизни. Вот. Но потом, если мы хотим понять, кто это все создал, тогда это Солнце, и мы смотрим туда. А это центр Солнечной системы. Но у меня должен быть свой центр, вокруг которого я кружусь, к которому прилегаю, к которому могу приближаться, отдаляться, но с которым я сонастраиваю свою жизнь. Вот. И поэтому, исходя из этого, есть рекомендации найти себе наставника или учителя, чтобы был центр, на который я мог поглядывать, с ним сверяться. Иногда очень плотно, иногда просто как ориентир или маяк. Благодарю, Антон. Да, это очень ценно с позиции того, что Джотиш к любой системе или структуре, в том числе к нашей жизни. Для жизни очень важно понимать, чья жизнь, чтобы на что-то опираться как на какую-то свою суть, на какую-то свою опору. И вместе с тем мы можем менять Джотиш, понимая принцип иерархии к разным системам, структурам. И очень интересно то, что с позиции земного наблюдателя кажется, что даже Солнце, оно нестабильно не стоит на месте, а что оно встает, заходит. Это определенная иллюзия, в которой мы живем. И это очень интересно, потому что когда я пробовала сосредоточить свое ощущение на том, что есть некий центр во мне, который стабильный, вечный, и хочется как можно больше быть центрированным в этом ощущении. Есть центр, который вот находится в мироздании, он кажется более отдаленным. Я могу наблюдать, как будто он находится в каком-то движении. Потому что думаю, что здесь ключ, что мы ощущаем жизнь с позиции вот этого вот сущностного ощущения «да есть». И хотела бы спросить, существует ли какая-то технология, чтобы не выпадать из этого состояния, чтобы можно глубже находиться, потому что внешняя, особенно объективная реальность, постоянно призывает нас приводить внимание, уходить вниманием. Мы следуем за этим вниманием. А когда мы следуем за вниманием, то возникает ощущение, что мы пропускаем что-то важное. Ну, принцип этой технологии, он очевидный, как минимум простой для понимания, но сложный для применения. Вот вы сказали, что субъект ориентируется на ощущение «я есть, я существую». И это очень правильно, потому что это основа меня. Моя суть, мой дух, моя душа или атма, вот, это моя основа. И понятно, это сурья во мне. И поэтому моя основа – это мое существование, мое бытие. И это главное, как назовем, место, из которого мне нужно всегда начинать. То есть это первоначало. Это источник и в философском, и в реальном смысле. Допустим, вот я хочу провести свой день плодотворно, успешно, не только не зря, а наиболее ценно. И тогда с чего я начинаю свой день?
Я осознаю, что я существую. Я проживаю опыт, что я есть. И понимаю, что это главное, что это основа. Это мой свет, мое солнце, мой сурья. И потом, исходя из того, что я есть, я могу уже задать себе вопрос, а что такое сделать, чтобы еще лучше почувствовать, что я есть? Чтобы быть сильнее, наполненнее, светлее, может быть даже святее, если я святой человек. И тогда я делаю то, что дает мне более глубокий и ценный опыт существования, бытия, опыт я есть. А чтобы при этом не стать как бы, оторванным от общего мироздания, в котором все есть, я нахожу как бы источник источника. И это можно сделать разными способами. Кто-то молится или медитирует с помощью конкретной практики. А можно задать себе человеческий вопрос. Вот я есть, я существую. Это самое главное, это самое ценное. Потому что благодаря этому у меня есть мысли, желания, действия и наслаждение плодами. Если бы меня не было, ничего бы этого не было. И я спрашиваю себя, а кого поблагодарить за то, что я есть? То есть я есть прекрасно. У меня есть мысли, желания, потребности, мечты. Я действую, достигаю, наслаждаюсь. Кого благодарить? Понятно, что да, будет большинство ответов. Так сам себя поблагодари, ты молодец, там как это еще, ты личность, да, возлюби себя, вот это ж распространенный совет. Сам себе и скажи спасибо. Вот, с точки зрения современных моделей это как бы понятно и очевидно, но странно себя любить, себя благодарить, перед собой отчитываться. Да, вот спрашиваешь людей, вы воспитываете своих детей? Да. А перед кем вы отчитываетесь за их воспитание? Ну, перед собой отчитываюсь. Очень трудно быть адекватным в таком случае, потому что только кто-то, тот, кто находится выше, ему виднее, что происходит внизу. А сам себя оценивать нужно быть... Я не знаю, как это возможно. Нужно всегда с кем-то ориентироваться. И джьотиш в какой-то мере позволяет смотреть на себя, на мироустройство и понимать мир с позиции иерархии сил, присущих в нем. Антон, мы часто благодарю за ваш ответ. Хотелось бы продолжить. Мы слышим часто, что мы находимся в определенном трехмерном пространстве. Это говорит, что мы совершили переход из трехмерного пространства в четырехмерное, но не все понимают смысл и значение этих формулировок. И джьотиш может это объяснить, что это значит и как это можно понимать. И я бы попросила вас объяснить это, чтобы это не звучало просто как слова, а было сказано с опытом. Есть физическое или геометрическое понимание трехмерности. И тогда это 6 векторов, да, 3 направления и по 2 вектора от точки отсчета. И они прямоугольные, это по-гречески ортогональные. Орто прямой, гон угол, ортогональная проекция. Но я думаю, это можно изучить или в физике, или в геометрии. И на этот, как бы назовем его, материальный аспект не надо много обращать внимания нам, если мы занимаемся джьотишем. Я бы хотел дать философское объяснение трехмерности пространства. Вот, находясь, модное слово здесь и сейчас, вообще просто вот в этом месте, я нахожусь в земной жизни, и у меня есть 4 главных направления. Пойти вперед – это продвинуть себя, показать свою природу, заявить о себе. Пойти назад – это как бы отдохнуть от движения вперед, расслабиться, можно сказать, получить взаимодействие в природных, естественных отношениях. Потом пойти направо – это в социум, сделать что-то видное, яркое, чтобы быть на зените славы, чтобы стать популярным. И пойти налево, но не в распространенном как бы вот этом смысле, а пойти куда-нибудь в родное тихое место. Залечь на дно,
поехать в родовое поместье, поехать в родительский отчий дом и отдохнуть душой. Вот. И поэтому Пхав прежде всего 4, проявить себя вперед, назад, иметь мощный тыл благодаря партнерам, семье и естественным отношениям, отдыхать душой и заявлять о себе в социуме. Вот. И это 4 направления. А в этой трехмерности есть еще 2, вверх и вниз. Когда мы ходим вот в эти 4 главных направления жизни, мы можем получать опыт, который нас ослабляет, и тогда мы деградируем и опускаемся. Это нисхождение, если говорить более мягкими формулировками. И ходя в эти 4 направления по 12 пхавам, мы можем получать опыт светлый, возносящий, усиливающий, святой это слишком высокопарно, поднимающий вверх, эволюционно еще говорят, модное такое слово. И тогда мы движемся вверх. Вот. И можно ходить, допустим, по кругу во все 12 пхавы, при этом либо мы восходим, либо мы не сходим. И поэтому есть много таких символов, что развитие идет по спирали. Вот. В какой-то мере да, хотя это иногда очень упрощенно, ходя в разные направления по горизонтали, это наша земная жизнь пхавы, мы должны при этом восходить и идти к чему-то более тонкому, высшему, святому, светлому хотя бы. И это, можно сказать, такая интересная, красивая схема, концепция. Но вот сядьте в темноте с закрытыми глазами и послушайте пространство. И вы точно знаете, что вы ощущаете, где верх и где низ. Без приборов, без света, с закрытыми глазами. Вы чувствуете, что впереди, что позади. И впереди будущее, сзади прошлый опыт. И вы чувствуете, что направо это одно направление, налево это другое. То есть, замечая пространство, вы тут же получаете знание в пространстве этих 3 мерностей и 6 направлений. Пространство, он говорит, что я трехмерное. И ты можешь двигаться во мне вот в этих 6 главных направлениях. Благодарю, Антон. Еще возникает ощущение, не ощущение, есть знание, что в основе джотиша лежит единство. Единство грах, раши и пхав. И это связано уже с реальностями высшей, где мы осознаем божественные сути, силы божественные. Есть внутренние наши ощущения, есть внешние вот эти вот сферы жизни, о которых вы говорите. И очень важно понимать вот это вот направление, вектор движения, потому что если джотиш не практичный, если бы джотиш не имел вот этой своей практичности, именно глубокой такой вот, показывающей кардинальные возможности, вот о чем вы говорили, к эволюции, к свету, к нисхождению. Так мы сами можем в какой-то мере определенной осознанно понимать, куда мы движемся, в какой-то мере контролировать свой процесс, свою жизнь и меньше спрашивать, и меньше сомнений у нас будет, обращаясь, пробуждая силу, которая нам может дать ответ, мы можем получать из пространства ответ. И я часто так делаю, я отпускаю какие-то мысли, какой-то запрос, и слышу, как из пространства озвучивается ответ. Он приходит, как будто это мысль, но он приходит вот глубокий, как будто кто-то его произносит, какая-то вот сила, и я его слышу. И вот говоря о парадигме, хочется ввести еще понятие тонких сутей, махапут, которые в какой-то мере тоже показывают абстрактное, высшее небо, верх, эфир, и плотное, земное, в какой-то мере материальное, как земля. Проявляют разные уровни. Эти уровни тоже дают возможность понимать. Хочется
же узнать, как же связаны вот эти вот матры, называемые, с нашим опытом, как мы можем побуждать в себе опыт с помощью этих танматр. Могли бы вы объяснить и значение слова и глубже дать ключи опыт? Танматра – это греческое слово, которое аналогично… это санскритское слово, которое аналогично слову «атом» в греческом языке. Что такое атом по-гречески? Мельчайшая частица? Да, мельчайшая частица. Скорее всего, это было прилагательное неделимое, да? Которое превратилось в существительное. То, что уже не надо делить, это то, из чего все образуется, и то, из чего собирается. Чтобы лучше объяснить, что такое танматры, надо понимать, что такое бхуты и махабхуты. И это не так просто, потому что говорят, что это первые элементы. Фактически это те же самые в какой-то мере атомы получаются, а в чем что разница. И говорят, что это стихии. Стихия это славянское слово. И какое ощущение от слова стихия? 5 стихий. Мощности, какой-то тотальности, всеохватывающей. Сильные ощущения. Они сильные, они влияющие, но если это не просто стихия, как разбушевавшаяся природа, а их 5, то они дают эти 5 разных влияний. И поэтому махабхуты, как стихии, это 5 состояний, из которых производится влияние. Допустим, можно быть боящимся, можно быть наслаждающим, можно быть трансформирующимся, можно быть наблюдающим и можно быть свободным или познавшим, знающим. Это 5 состояний человека, которые являются аналогами 5 стихий. Сначала я боюсь и выживаю, потом я не боюсь и не выживаю, но наслаждаюсь. Потом я двигаюсь вперед, достигаю, владею, влияю. Потом я познаю все это, наблюдаю, созерцаю, исследую, изучаю, общаюсь, коммуницирую. И потом я знаю. Это 5 состояний сознания человека, которые соответствуют 5 стихиям. И когда выживаешь, там выживание, нужно или прятаться в нору, или быстро бегать, или просто лечь и умереть. И это состояние выживания и страха, это земное состояние. И это земная стихия, и, допустим, есть животные земной стихии, они живут в норах по ночам, они осторожны. Поэтому махабхута это прежде всего 5 состояний или стихий, в которых находится все мироздание. Люди, природы, животные и все остальное. А второе значение махабхут, если их расположить не горизонтально, а вертикально, то, понятно, самое тяжелое будет внизу, это земля как основа, на ней будет вода, над этим будет гореть огонь, выше будет воздух, а эфир, он в высоте и одновременно включает в себя все это. Тогда это среды. Можно двигаться в плотной среде, тогда мы движемся в земле, мы в нее вгрызаемся. Можно плыть по течению, по воде, либо на лодке, либо я дельфин. И мы в плотной среде, но в текучей, в легкой. Потом есть среда огня, это трансформация, это что-то меняется, что-то горит, что-то, как это сказать? Да, движется, модифицируется, главное, метаболизм, то есть движется и модифицируется. Вода просто движется, но не меняется. А огонь и движется, и модифицируется. То есть это трансформация, изменение, сгорание одного, рождение чего-то другого. Фактически это источник движения жизни. А сама вода движется, беря огонь как источник. Потом выше это воздух, это обмен, передача, взаимодействие, это среда обмена фактически и взаимодействия. А выше это эфир, который там ничего нет. Это как в космосе. И там все легко. Но все абстрактно и абсолютно. Поэтому 5 махабхута, еще 5 сред. И, допустим, надо посмотреть на свою жизнь. Это есть реальность моей жизни. Я вышел из дома, и я там упорно работаю. Тогда я живу в земной среде. Или я вышел из дома и легко наслаждаюсь, легко работаю, играючи, заключаю договоры, выполняю услуги.
Вот, я вышел на сцену, сыграл, это мне легко, тогда я в водной среде. Вот, если я хожу и что-то трансформирую, или чем-то управляю, или владею, тогда это огонь. И если я сверху за всем это наблюдаю, женщина может просто наблюдать из воздуха ради впечатлений, а мужчина при этом хочет познавать. Вот, уже это над огнем, я слежу безличностно и хочу понять, как это работает, по каким закономерностям. Тогда это воздух. И когда я это познаю, я поднимаюсь в эфир. Это среда, где я все знаю. С одной стороны, это прекрасно, потому что все уровни пройдены. Но с другой стороны, и выживать не нужно, и наслаждаться неинтересно, и владеть уже надоело. И я все знаю, познавать, все знаю. Нечего познавать, все уже известно. Поэтому, с одной стороны, это очень клево, как вот освобождение, свобода. Но с другой стороны, нечего делать. Нет проблем, нет задач. Вот, поэтому это среды. И только когда мы говорим, что вот эти 5 махабхут, они у нас выражены как 5 органов восприятия, тогда возникают танмантры как то, что мы этими органами восприятия воспринимаем. То есть это объекты для органов восприятия. И нет более короткого слова на наших языках. Танмантры – это объекты, которые мы воспринимаем. Вот. А в этой схеме они находятся между грахами и раши, потому что они, очень непроявлены. То есть они на границе сознания и ощущений. Почему они там? Потому что ощущение – это восприятие, а сознание – это понимание. Я понимаю то, что я воспринимаю. И танмантры соединяют ощущения, данный орган восприятия, и осознание как понимание каких-то объектов. Это такой вопрос абстрактный, да. Вот. Чтобы мы увидели, в чем здесь философия. Слышим мы звуки, правильно? Или как? Слух у нас для звуков, да? А для вкуса у нас что? Язык. Но мы же не говорим уши. Уши – это объект. А какая у них способность? Слух. Поэтому объект – это язык, а какая у него способность? Быть языком? Нет. Вот, поэтому... Впитывать. Да, поэтому видите, насколько наш язык ограничен. Слух, чтобы слышать звук, а для вкуса у нас вкус. И это слово объединяет и вкус, который мы вкушаем, и нашу способность кушать. У нас даже не нашлось отдельного слова, понимаете? Вот. С осязанием тоже будет сложно, да? Осязаем мы что? Среду, как правило, или одежду, или... Это примеры, да. А вот звуки, мы же не говорим, что это звук паровоза или звук музыки. Звук – это в целом, что мы слышим. А осязаем мы в целом что? Без примеров. Пространство вокруг. Нет, пространство мы слышим. Ощущения бывают разные, зрительные, вкусовые. То есть, видите, в нашем языке нет то, что мы... Что? Осязаем мы через касание. Да, касаясь... Касание воспринимает касание, да? То есть... можно сказать, да, что осязание воспринимает касание или прикосновение. И тоже слово не очень понятное. То есть мы настолько не понимаем, что есть объект, ухо или язык. Есть способность, это слух или вкушение. И есть объект, на который это направлен. И примеры мы можем легко приводить. Там вкус яблока, да? Вот, или прикосновение к столу. А что это такое за объект? Вот, и у нас нет для этого слова. Прикосновение или касание. Вот, так и со зрением. Мы же слышали, что мы через зрение получаем наибольшее количество информации, да? По количеству. Она очень сильно, когда мы что-то видим, это пробуждает какое-то ощущение сконцентрирования на чем-то, то есть фиксации, фокусировки, и этот объект буквально вспыхивает и притягивает сам наше внимание и центрирует, втягивает. Поэтому есть ощущение, что это среда огня. Да, она самая увлекающая, и, может быть, по этой причине мы получаем наибольшее количество информации через зрение. Но если мы говорим о качестве, мы получаем наихудшую информацию через зрение.
То есть по качеству зрение дает наихудшую информацию. Поэтому говорят там, понюхай, лизни, прикоснись, да? Да, Вот. прочувствуй. Да. Не верь глазам своим, сказали вот эти вот несколько людей, которые под Козьмой Прудковым скрывались, все трое. Не верь глазам своим. Вот. То есть по количеству наибольшее количество информации, по качеству наихудшее. И если взять какое-то КПД, то зрение нас чаще обманывает, чем что-то подсказывает. И вот у женщин спросите, она увидела мужа и поняла, что, мужчину тогда еще, что она будет с ним или как-то еще. Или она его прикоснулась, или она его понюхала, или как-то она его вкусила. Вот. Зрение чаще всего будет давать неточную информацию, которая потом подведет. Да, но, а что мы видим? То есть, слышим мы звуки, да, вкушаем мы вкус, извините, тавтология, такой язык у нас, да? Вот, а видим мы что? Образы. Ну а если я просто лежу и смотрю в небо, и оно монотонно все голубое, блакитное, то есть какой там образ? Образ пространства и неба. Я вижу просто цвет, правильно же? Вот. Да, формы, объекты, цвета. Так не всегда же есть формы. Вот, если смотреть просто в небо, лежа на небоскребе или на дереве, там же нет формы. Глубже я, получается, вижу свет. Все объекты, которые отражают свет. Но это уже мы Так физику. свет или цвет? Свет является и цветом. Ну да, то есть даже со зрением у нас нет слова, которое это объясняет. Поэтому Абсолютно точно. спасибо индийцам, у них есть танматры, которые говорят, что вот есть 5 объектов восприятия. Вкус для вкуса, образы или цвета или формы для зрения, и одного слова нет. Вот. Для слуха, слава богу, у нас есть звук, для осознания, либо касания, либо прикосновения. И теперь запахи мы что делаем? Нюхай. Нюхаем, да? То есть у нас нюх для запахов. Да. Вот. И тут тоже все так просто. Если слово «запах» как бы еще более-менее понятное, хотя у него очень странная и не очень красивая этимология, но вот мы это нюхаем, и там обоняние. Так мы обоняем или нюхаем? Вот. И мы не совсем понимаем, что мы делаем. Вот говорят, чутье потерял, или даже нюх потерял. Он-то запахи чувствует, а нюх потерял. Вот. Поэтому можно чувствовать запаха, но не обладать чутьем. А можно иметь нюх, не основанный на запахах. Поэтому там все не так просто. И это земля, это выживание. Не потерял нюх, выжил, потерял нюх, погиб. Вот. Поэтому это чутье. Иногда это обоняние, иногда это чуйка, иногда это нюх. Но это чутье, и оно земное. Мы чувствуем частички земли. Да, их воздух переносит, но и то не всегда воздух переносит. Вот. Поэтому у нас есть чутье, иногда как обоняние к запахам, иногда как чуйка, иногда как нюх. Вот. Поэтому танмантры – это там, где отдельное слово, которое объясняет, что это объекты восприятия. Твердые объекты восприятия, земные, я нюхаю. Как сказать, они ж не жидкие. Текучие объекты восприятия я вкушаю. Трансформирующие объекты восприятия я вижу либо как цвет, либо как свет, либо как образ, либо как форму. Форма же может быть одного цвета, там, черное на белом, хотя это тоже цвета монохромные. Там, в общем, все запутано с этими цветами. Осязанием я чего-то касаюсь, и это не всегда физическое прикосновение. Вот я говорю, это меня не касается. А вот эта ситуация меня касается. Это же реальное касание. Я чувствую, как в меня это входит, и меня там где-то касается, торкается, тач. Вот. Поэтому танмантра – это философское понимание вот этих вот объектов на 5 уровнях, с которыми я взаимодействую. И поэтому это очень важно. Мы осознаем ощущения. Это между раши, которые живые дают нам опыт жизни, и грахами. Это осознание того, что происходит. Извините, просто сразу же родилась слегка механистическая такая аналогия, то есть как на материнской плате есть частота
да, шины, с которой она будет пропускать. Вот очень похоже, ну, как бы, хотя и технически, но по ощущениям очень похоже на то, что вы хотите. Да, и вот эти танмантры, как способности воспринимать и объекты восприятия, они до раши, потому что у меня есть внутренний вкус, внутреннее зрение, внутреннее осязание, вот, и при этом я не выхожу вовне. Это не на границе раши бхавы, вот в этой таблице, которую вы видели. Махабхуты там, это соединение жизни с внешним миром. И там эти стихии, состояния, махабхуты, первоэлементы, они немного нематериальные, их создали раши, как бы. Но они материальны, потому что не проявлены во внешнем мире. А вот это вот способности восприятия, они находятся еще на границе между высшей и внутренней реальностью. И поэтому именно там им самое место. Вот. Ну, понятно, их 5, они соответствуют 5 грахам. Вот. И танмантры создали махабхуты. А махабхуты создали проявленный мир, и бхава это показывает. Там есть вопросы в чате, мне подсказывают. Будем на них отвечать? Да, конечно. Сергей, могли бы вы прочитать вопрос? Да, конечно. Спрашивают, насколько важны накшатры джотиша при исследовании карт, как прочувствовать накшатры и почему они важны в ведических обрядах. И тут написано еще также через, в кавычках, знание своей накшатры. Ну и я бы хотел от себя еще добавить, Антон, входит ли знание накшатров в парадигму джотиша? Ну, в мою нет, а во много других входят. И можно аргументировать логически, интеллектуально, даже писаниями, там, трактатом Брихат Парашара Шастра. Я скажу как бы механику или процесс, а вы сами для себя решите, включать вам накшатры в вашу парадигму или нет. Граха – это сила, она влияет, граха действует. Поэтому она субъект и находится в субъективной реальности. Реальность осознания и реальность высшая. Бхава – это в какую сферу жизни она попала, результаты или плоды в какой области человеческого опыта она даст благодаря своей силе. И поэтому бхава – это место проявления грахи. Место как сфера жизни. Ну, даже сфера жизни, где она проявится. Область жизни. Направление получения опыта, если хотите. Или 4, или 12. Вот. Раши – это место жизни. И в разных местах грахи чувствуют себя по-разному. И поэтому у них есть там достоинства. Уча, нича, свакшетра, малатрикона. Вот. Поэтому что вот это вот триединство парадигмы показывает? Кто действует? Граха. Где действует? Какие результаты плоды даст? Это бхава. В каком состоянии действует? Ну, если хотите, в каком самочувствии. То есть, что делает, как делает, кто делает. И теперь накшатры. Мы подбирали слова. А в каком климате она это делает? В какой атмосфере она находится? То есть, что делаю это я? Кто делает это я, граха? Что я делаю? Это моя сфера жизни. Я отвечаю за эту сферу. У меня есть какое-то внутреннее самочувствие, но это мое внутреннее состояние. Это описывается раши. Тем местом. А теперь какой там климат, атмосфера? Какие еще есть синонимы климата и атмосфера? Ну вот вы приходите на работу, и там какая-то атмосфера или микроклимат называется. Он же влияет на вас. И это накшатра. Надо быть очень чувствительным, чтобы это почувствовать. Есть понятие места, которое мы чувствуем однозначно сразу, а есть очень утонченное, делимое ощущение климата, который может почувствовать либо очень чувствительный человек, либо какой-то человек, который развивал в себе эти способности. Но однозначно это уже более тонкое деление, которое требует определенного навыка или практики. Да, если мы можем прочувствовать грахи, мы их используем. Если мы можем прочувствовать раши, мы их используем. А мы это можем делать, и есть технологии тантра джотиша. Бхаву мы тем более чувствуем, как сферы внешней жизни. Там сфера партнерства, образования, все остальное. А накшатры, если мы чувствуем, мы имеем право применять. Если мы накшатры не чувствуем, мы говорим, ну там так написано, такие результаты, и мы это используем. Такие они или нет, но мы верим, что они такие, потому что это авторитетная книга или авторитетный учитель. Поэтому это будет информационный подход,
не подтвержденный опытом накшатр. И если вы хотите их использовать реально, то я вам могу сейчас дать рациональный, то есть принципиальный подход к накшатрам. Вы его можете проверить на собственном опыте и рационально, то есть мистически, тантрически. Если это соединится, используйте. Вот если есть 27 накшатр как микроклиматов, атмосфер, как вот, поле деятельности, поле даже, у него есть как бы аспект, что это какое-то сельскохозяйственное поле, как сказать, поле. А вот в магнитном поле я могу находиться, правильно? А могу в гравитационном поле. Вот в этом контексте поле, да? Как что-то невидимое, но то, что влияет. Вот накшатра это то, что... Да. Что? Да, то, что влияет на нас, но мы этого можем даже не замечать, просто подчиняемся данному принципу. Вот, то же самое, атмосфера в коллективе, ее же как бы не видно, но она влияет. Или климат сразу же не видно, но он влияет. Вот это вот поле, как электромагнитное, магнитное, гравитационное, или какое-то другое, или как атмосфера, или как климат. Вот, если накшатра 27, то есть 27 климатов. И мы знаем, что у каждой грахи есть 3 накшатры, и это должно быть 3 реальности. Поэтому есть поле или климат, создаваемое каждой грахой в 3 реальностях. И вот это как бы ключ к накшатрам. Вот, как вот мы находили для Раши какие-то места, там авангард, галерея, кафедра, там родное место или трон. Также можно найти какие-то ключевые слова мантры для 27 накшатр и готовые лучше из литературы не брать или перепроверить существующие, они подходят или нет. Описывают ли они климат, поле, атмосферу, и потом попытаться прочувствовать, как каждая граха себя будет чувствовать в этом поле. Если есть ощущение, которое хотя бы сначала иррациональное и различимое, тогда я могу эти накшатры перепроверить, сравнить с литературой и применять. Если нет, тогда либо я не чувствую, либо это, не очень живая и практичная схема, которую я уже применяю на свой страх и риск, не подтвержденную ощущениями. С одной стороны, это очень интересно, как можно сферу, скажем, трансформации или сферу выживания разделить на 3. Но с другой стороны, мы не можем полагаться на информационные источники. Чтобы получить этот опыт на самом деле и как-то проверить это, мы должны, скажем, очень тонко это как-то прочувствовать. Это было бы, с одной стороны, это кажется интересным, но это очень непросто, что мы не войдем в какое-то заблуждение, что мы найдем этому какое-то подтверждение. Потому что, помещая граху в 12 раши, как мы делаем это на курсе, мы находим 12 ощущений силы. А поместить каждую граху в 27 типов климатов — это совершенно другая задача, и там есть вероятность огромная запутаться или не очень точно это прочувствовать. То есть нужно на что-то полагаться, как на какую-то меру. Это сложнее, но это тоже возможно. И мы начали этот процесс, он там на 2/3 завершенный. Если мы завершим, у нас будет свое описание накшатр, свои ключевые слова, какие-то аналоги имен, как мантры, символы, и своя интерпретация грах в накшатрах. Вот. То, что вы говорите, что нельзя полагаться на информацию, на тексты, написание на книги, это нельзя в чистом виде, но можно, если это чем-то подтверждается. Либо нашим опытом, либо словами наставника или учителя. Вот я спрашиваю у учителя, накшатры работают, применять? Он говорит, да, я проверил, работает. Он для меня авторитет, я применяю. То есть либо полагаюсь на слова авторитета, учитель, гуру, либо на свой опыт. И тогда информация, проверенная опытом, либо принципом, становится знанием. Если информация взята в чистом виде, из интернета, из книги, с конспекта, на дощечках где-то нашли или на чем-то там, тогда информацию нужно чем-то подтвердить. Либо принципом, либо опытом. Потому что знание становится только тогда знанием, когда оно, обосновано чем-то.
Могу ли я, раз вопрос зашел на эту тему, спросить, на какой принцип вы опирались или что вы использовали как основу, разделяя качество места на климат? Как это возможно чувствовать или ощутить, или какой там принцип меняется? Так, принцип я сказал. Вот представим, что есть 1, 10 и 19 накшатры. Они управляются одной грахой. Ну, в одних местах считаются с кету, в других сурья. Допустим, мы считаем с кету. Тогда кету создал 1, 10 и 19 накшатры. Но они 3 разных накшатры кету, потому что он находился во внешнем поле деятельности, во внутреннем поле деятельности или в высшем поле деятельности. И какие бы 3 атмосферы или климата создал бы кету? Вот это и есть принцип. Вот если я могу описать это, пока не помещаю туда грахи, я говорю, ну вот так бы сделал кету. Потом помещаю и перепроверяю. Например, по карте человека говорю какую-то интерпретацию, исходя из положения грахи в накшатре. И он говорит, да, это правильно, этот принцип подтвердился опытом. Если говорит, нет, это не то, значит, исследуем дальше. Тут еще был в вопросе зрителя такая формулировка «знание своей накшатры». Давайте вот на примере пока Раши. Мы знаем свою Раши. То есть мой Раши это какой? Ну да, вот что мы берем за точку отсчета? Да, это Лагна Раши или Чандра Раши. И возникают сразу же аргументы. Вот. То же самое с Накшатрой. Это где Сурья, где Чандра, где Лагна. А может быть даже в наше время, где Раху находится. Поэтому у меня нет моего Раши, по моему мнению, в моей парадигме. У меня нет моей Накшатры. У меня будет положение разных точек отсчета. Лагна, Сурья, Чандра, Раху. В разных либо местах, тогда это в Раши. Либо в климатах, атмосферах. Ну, кстати, накшатра, там это кшетра, тоже поле подходит. То есть там есть какое-то либо часть корня, либо полный корень от слова поле. Накшатра и кшетра. Да, пожалуйста. Антон, а скажите, пожалуйста, ну, я правильно понимаю, я проходил курс Раши обучения, и фактически грахи создали Раши. И каждая граха создала по 2 Раши. То есть как условно верхний и нижний, как духовный и материальный. Ну, вот, и только высшие грахи, то есть Сурья и Чандра, имеют по 1 Раши. В управлении создали по 1 месту. Ну, фактически, я понимаю, тот же принцип используется и для накшатр. Ну, такого же рода. Немного другой. Почему другой? Потому что если мы расставим Раши на теле человека, то получатся концентрические окружности. И тут Сурья Чандра это 4-5, потом Будха 3-6, потом Шукра 2-7, Мангала 1-8, потом круг Гуру это бедра и стопы над головой. И круг Шани это мои колени, но голени того, кто над моей головой. И получается концентрические круги. Поэтому принцип Раши – это грахи действовали из центра, Сурья Чандра как одна сила, как сознание, объединенное с восприятием, создала 1 пару Раши. Вот. А в накшатрах там, скорее всего, был такой более простой, как вот циклическая последовательность. Вот как время... Постепенное разворачивание? Да, постепенное разворачивание за 3 круга. Как вот 3 суток и в каждых сутках по 9 часов. Получается 1 час первых суток, 2 час первых. То есть 3 суток по 3 часа в каждом. 3 круга или 3 цикла. Вот там был такой принцип. Как 3 витка спирали, в какой-то мере можно сказать. Благодарю вас. Это очень интересно. Просто для себя немножко разложились. 9 грах раскрутились в высшей реальности, и это 1 круг. Раскрутились во внутренней, это одно виток спирали, и потом мы раскрутились в высшей. Вот. И начали с какой тоже вопрос. Отложим его до следующего занятия. Я еще хотел сказать, что есть вопрос в чате, но Антон Михайлович, вы уже на него ответили. Фактически это был, что в описании парадигмы Джотиша, грахи, Раши, Бхавы, Махабхуты и Танматры, хотелось бы услышать про место Танматр в парадигме.
Вы уже фактически рассказали об этом очень подробно. Они соединяют грахи и раши, находясь на границе восприятия и сознания. Это объекты восприятия и инструменты восприятия или способности. Угу. Антон, когда мы получили знания о сути и качествах каждой грахи, мы когда уже пробуем, пытаемся видеть и читать карту натальную, мы видим граху, расположенную в определенной каве, но подразумеваем, что эта граха может показать какое-то свое нижнее значение и какое-то высшее. И мы не можем однозначно сказать, будет, допустим, с мангалом в каве человек, кто-то скажет, что у человека пробуждено эго, он эгоист, а кто-то скажет, что человек использует свою личность очень эффективно по назначению. И практически так же с каждой грахой. Она проявляет себя в разных значениях. И в этом определенная есть неоднозначность интерпретации, на что здесь полагаться, как мы можем чувствовать, или знать, и вообще можем ли. От чего это зависит? Но на этом вашем примере он очень хороший, потому что он актуальный и распространенный. Вот приходит на консультацию женщина с очень сильной личностью, и, можно сказать, два противоположных варианта. У тебя сильная личность, поэтому у тебя будет тенденция вести, то есть матриархальные отношения. Из-за этого ты будешь довольная собой, и это тенденция к эгоизму. А можно сказать совершенно противоположное. Ты очень сильная личность, это очень уникальная помощница своего мужа. Поэтому в традиционной патриархальной семье ты будешь уникальной женой. То есть, и он будет тобой гордиться, что такой, как у меня, ни у кого нет. И все его будут друзья тебе завидовать, как уникальной помощнице, спутнице жене. И что из этого будет? Во-первых, можно сказать, что ты можешь сделать и то, но не одновременно. И не обязательно в этих крайних диапазонах, а в той или иной интенсивности. Во-вторых, то есть фактически вы даете правильный ответ, но он не жесткий, не категоричный. И более того, женщина может регулировать свою эгоизм и, непослушность, как это сказать, следование, степень следования, степень эгоизма можно регулировать. И поэтому она может из эгоистки превратиться в помощницу и наоборот. Поэтому мы показываем, что возможно и то, что это зависит от ее поведения, от ее действий и слов и поступков. И у нее получается возможность подобрать себе нужную интенсивность либо сильной личности, либо уникальной помощницы. А второе, наверное, более простое и более реальное, что она уже как-то определилась, и поэтому нужно просто проверить, она с тенденциями самодостаточности или с тенденциями все-таки следования кому-то. То есть, самый примитивный вопрос вы эгоист или нет? Она скажет, скорее всего, неправду, но это будет видно, и мы поймем, кто она. То есть можно продиагностировать. И в принципе по человеку видно. То есть, допустим, какие у вас отношения с отцом, с бывшим начальником, с мужчиной, с мужем. И без этих деталей, кто что сказал, видно, человек использует личностью, чтобы быть уникальным помощником, либо использует личность для достижения, владения и управления. Даже по жалобам, то есть же врач спрашивает, на что жалуетесь. Вы у него спросите, на что она жалуется. И по ее жалобам, фактически она описывает свою жизнь. Будет понятно, в какой тенденции она чаще движется. Благодарю вас. Большинство почему-то клиентов, когда приходят к астрологу, они в каком-то предвкушении, что сейчас им начнут что-то рассказывать. И много так и делают, они сразу начинают что-то рассказывать, как это есть так, и почему-то очень однозначно трактуют эти знания, значения, благодарю, джотиша, меняют их, и вы указываете на очень
уже опытный, мудрый подход, когда мы задаем человеку вопросы до той степени, пока он сам как бы не выдаст себя, не как-то не проявит то, что же в нем сейчас актуально, и тогда мы решаем задачу с помощью этих знаний. То есть мы решаем жизненные задачи, жизненные какие-то трудности, и это вот вопрос, на что жалуетесь, он как бы основной, который мы должны выявить, действительно не просто поговорить, а выявить и решить какую-то задачу и менять джотиш по назначению, как это высшая наука сознания, высшая наука о божественных принципах, и поэтому нельзя просто играть в нее. Да, есть другой вопрос, который не менее эффективен, но он имеет два противоположных значения, поэтому нужно долго объяснять, какое значение сейчас будет. Вот смотрите, ответственность – это что-то понятное или нет? Свет, ну конечно понятное, ответственный человек, что здесь непонятное? Так он хорошо отвечает за кого-то или хорошо отвечает перед кем-то? А вот оно что! И сразу понимаем, что есть две ответственности – за кого-то, перед кем-то. То же самое вот это выражение «чем я могу быть полезен?» Вы понимаете, два не разных, а противоположных смысла. Вот я прихожу, не знаю кто там, директор, да, президент, вор в законе, да, кто там, олигарх, да, очень высокий человек, мощный. И он меня спрашивает, чем я могу быть вам полезен? Ну, понятно, что я что-то ему сделал для него ценно, или просто я ему нравлюсь. Он хочет мне чем-то помочь сверху. Там, можете там, денег дать или там, что-то устроить для тебя. Я говорю, ну вот это можете сделать, если вам не трудно. Хорошо. То есть, чем я могу вам помочь сверху? Другое, чем могу помочь, когда я нанимаю кого-то, допустим, посудомойщика или уборщика. Он скажет, чем вам можно помочь? Я говорю, помой, пойди пол. И это вопрос тот же самый, но с противоположной точки зрения. Вот, поэтому этот вопрос можно было бы задавать на консультациях, но если бы люди поняли, откуда он задан и кому. Поэтому можно спросить, чем я могу вам помочь, но не в смысле там рассказать какую-нибудь интересную шлоку из Брихат Параши Хорашастры, там, может спеть, да. Какой я совет могу вам дать? Какой совет, рекомендацию я могу вам дать? Чем вам нужно помочь? Вот. И я обычно добавляю, что нужно убрать из вашей жизни вам мешающее, и я вам скажу, как это сделать. Или чего вам в жизни не хватает, я скажу, где это искать, и как это развить, пробудить, к этому приблизиться. Вот. И это самый правильный подход к консультациям. Благодарю. Благодарю вас также за вот этот ключ, который лично для меня очень важный, который вы неоднократно указывали. Я его еще раз сейчас воспринял, услышал, а именно то, что нету однозначной формулировки, а человеку предоставляется диапазон разумных его действий в положительном и не очень положительном ключе, и у него появляется фактически возможность выбора и понимания. Если я пойду сюда, будет вот так. Если я сделаю вот так, будет вот так. И вот мне просто этот подход очень импонирует, потому что я когда был ребенок, мне нужно было, чтобы мне сказали не вот это и вот это делай, а сказали, сделаешь так, получишь это, сделаешь это, получишь это. И тогда бы я бы не приставал к взрослым с кучей ненужных вопросов. Благодарю вас. Да, это действительно позиция гуру, дать знания гуру в какой-то мере уникальный, в нем есть знания об этом, и он просто дает нам понимание, чтобы мы были осведомлены, а выбор за нами. Да, и у этого тоже есть отдельное философское обоснование, есть свобода выбора, свобода воли, которую нам нужно применять правильно. Тогда на вопросы из чата мы ответили. Тогда, я думаю, можно завершать. Антон, благодарю вас. Сегодня мы чувствовали, как грахи можно использовать в своей жизни, какой опыт они дают. Возникло много вопросов, которые я не успела задать, и хотелось бы их задать на следующих встречах, на следующих вебинарах. Мы говорим о том, что наши слушатели, зрители могут тоже пробуждать в себе ощущения,
главное помнить о том, что наша жизнь находится внутри, в наших ощущениях, а не это что-то внешнее. И поэтому Джьотиш, как наука о жизни, она очень полезная и дает очень полезные ключи, которые можно использовать в жизни. Да, совершенно верно. Если мы не знаем, что наша жизнь – это то, что мы чувствуем внутри, тогда нам ничто не поможет, и даже Джьотиш нам не поможет. Поэтому помните, жизнь – это ощущение. Ваша жизнь – это ваши ощущения. Ваша жизнь проходит внутри вас. Благодарю вас за интересные и ценные вопросы. Спасибо организаторам за организацию. И, как обычно, самая большая благодарность моему наставнику и учителю Олегу Бокачеву. До следующей встречи. До свидания.